Друзья, сегодня заключительный день акции, 50% скидки, за полцены любой мой урок в моей онлайн-школе. Так что заходите, смотрите анонсы, читайте отзывы. Для тех, кто в первый раз заглянул в мою школу, я очень рекомендую базовые уроки. Это первый, основы целостного видения пейзажа. Очень много примеров, из которых можно понять, как видит художник. 13-й о композиции в пейзаже. Очень важный урок, тоже много примеров. 28-й, без него просто никуда, это перспектива, он практический. Вы берете ручку, карандаш и вместе со мной рисуете. И еще базовые уроки 52-й, 53-й и 54-й тоже посмотрите, очень важные. Для тех, кто собирается на класс в Прованс в конце июня этого месяца, мы будем работать с 29 июня по 4 июля. Я вывешу сегодня на сайте подробную программу с локациями, где мы будем работать. Присоединяйтесь, посмотрите программу. Мы будем писать лаванду, мы будем писать гору Сен-Виктуар, которую Сезанн писал. Побываем в его мастерской. Гала Грим. Вы когда продаете свои картины, есть ли у вас ощущение, что продаете своих детей? Сложно ли расставаться с картинами? Есть такие картины, с которыми сложно расстаться, это правда. Но так как я пишу много, то я обуреваем новыми идеями. Они захлестывают больше, чем какие-то переживания к тому, что уже сделано. Сделано и сделано. Идем дальше. SNM1ZY. Вот так. Скажите, пожалуйста, академическая живопись предполагает детализацию? Конечно. И много художников пишут детализированно, видимо. У вас получается крутой импрессионизм. Спасибо большое. Ну, важно просто найти баланс между детализацией и такой вот свободой, пустотностью, где мало чего рассказано для меня. Есть художники, их большинство, которые не ставят такую задачу и детализируют все. Получается некая перегруженность в формате холста. Но это как напялить на себя, например, украшения на каждую волосинку. Делают же так, и на уши клеют, и на брови, и на губы, на нос, конечно же, как без этого. Ну и дальше по всем категориям, даже на пальцы ног. Но перегруженность. Получается так, что ты встречаешься с таким человеком и смотришь не в его глаза, а через глаза мы попадаем сразу через самый тонкий канал в душу, да? А на украшения. Общение сводится к рассматриванию всякой бижутерии, побрякушек. И про душу, конечно же, не до нее. Забывается, потому что столько же блестит везде. Аморалкин. В классицизме, в принципе, можно достичь совершенства, потому что все всегда видно. Сделана картина или надо работать дальше. А как соревноваться с импрессионистами, если их работу всегда можно продолжить? Получается, что они сами себе установили критерии качества. Но это нормально. Мы же берем, например, я не знаю, котлетку. Мы же ее не туда, прям сразу туда, в живот, во внутренность. Мы же ее жуем. То есть мы доделываем как бы какую-то работу, чтобы переваривать было легче. Так и здесь. Написал художник работу, импрессионист, и мы ее доделываем, смотрим, и тут край не дописан, тут вообще белый холст. Что это так неаккуратно? Один мальчик сказал, неаккуратно. Подошел ко мне, я в Черногории работал, в Которе. Подходит с мамой, с папой. Мальчик посмотрел на мою картину, подошел ко мне и говорит, хорошо, дядя рисует, только неаккуратно. Дядя не стал спорить и продолжал рисовать дальше неаккуратно. Но дело не в том, что картину можно продолжить, хотя это тоже очень важный момент. Понимаете, в чем дело? Я останавливаюсь, часто, тогда, когда кажется, что все сделано как раз, все прикончено, докончено.
учитывается каждый сантиметр работы. И такие вот непрописи, недоделки, они ведь часть композиции. Работает-то все, не только форма, которую я пишу, а работают цветовые пятна. Насколько они в своей вот первозданной недописанности гармоничны для меня. Просто нужно научиться так видеть, научиться видеть в этом гармонию. Но, впрочем, для кого-то, кто-то же пишет на мои работы рецензии, мазня и все тут, ну или что-то там еще такое. Это говорит о том, что мое видение и его кардинально различаются. Я вижу в этом искусство, а он не видит. Ну что ж такого? Ничего страшного. Придет время, и, может быть, увидит когда-нибудь. Все ж меняется. Да не надо, Аморалкин, соревноваться с импрессионистами. Зачем? Это ж не соревнование, живопись. Это же просто создание новой реальности. Ну какая соревновательность, я не знаю, между автобусом, например, вот сделали автобус, дизайн автобуса, и, я не знаю, Porsche, например, легковым автомобилем. Да вообще нет никакой. И тот, и та красивые, но они просто для разного предназначены. Алиса Селезень. Как наносить дополнительные цвета на холст, да так, чтобы они не смешивались и не образовывали серый. Так не надо сильно размешивать. Конечно, если, я не знаю, красную, например, и зеленую, сильно размешать, да еще миксером, конечно, будет серый. Нужно просто взять красный, зеленый, например, и белила, и мазнуть. Посмотрите, и легко причем мазнуть. Особенно волнует соседство красных и зеленых, кстати, оттенков. Как сохранить чистоту цвета? Поэтому-то я использую тянущий грунт. Если вы не используете, он втягивает, и можно следующий слой класть, не беспокоясь особенно. Не замарается, потому что краска немножко впитывается. Ну так и не слишком сильно надавливайте. А если начала смешиваться красное с зеленой, возьмите мастихин и счистите, а потом по новой. Есть еще способ, например, на обычном грунте, если пишете, добавьте в растворитель, которым кисточкой моете, лак домарный, можно пополам вообще. И тогда будет у вас живопись подхватываться, когда вы пишете, и прям поверх писать уже. Но главное еще не сильно надавливать на кисточку, это я вот сказал, очень важный момент. Краски зачерпываете много, а касание легкое. Ну, разные, конечно, касания. Но вот когда легкое, особенно ничего, она же не сумеет смешаться, потому что легкая. Прям по зеленому красный, хоп, или наоборот. Тутутрип. Здравствуйте, Слава, здравствуйте. Сравнивать свои работы с мастерами, вот уж задача. Результат. Первое чувство – работать, появляется азарт, потом понимание, что не достигнешь такой высоты, и, как следствие, опускание рук и полное осознание своей ничтожности. Становится очень грустно, ибо без живописи нужно накатить. Ты не можешь, а достичь таких высот не получается. Надо сыграть музыку. Как быть тогда? Продолжать бороться или смириться? Продолжать бороться всегда. Лягушка попала в молоко, начала бороться за жизнь. Масло взбилось, она выпрыгнула. Ну, посмотрите, как Фешин боролся. Я не знаю, рисунок руки, рисунок ноги, портрет потом уже, посерьезней. Но это же огромный труд, чтобы добиться такого качества рисунка. Ну, так и трудитесь. Но этот рисунок руки или ноги, они же висят на самых крутых выставках. И в галереях одна в Таусе висит работа. Да где я только не видел эту ногу и руку. Нарисуйте так свою руку, так, чтобы ее увидел весь мир. А потом уже и руки не будут опускаться. Но приложите усилия, чтобы достигнуть такого качества. Нужно просто работать, нет, другого пути нету. Не надо опускать руки. Да, всем видна синяя тень, а вот некоторые мудрецы видят в чужих работах дробность.
Как бы хотелось узнать, что же это такое. Ну, когда много всего, просто много, перебор. Когда, да, мы видим, я не знаю, в мотиве очень много деталей, например, на втором, на третьем плане. А если в этом мотиве самое главное, ну, какой-то кусок, условно говоря, не знаю, человек, например, главный, так зачем прописывать во втором и третьем плане на бэкграунде все детали, которые мы видим? Ну зачем? Он же тогда теряется, этот главный персонаж, лицо, например, очень выразительно. Зачем прописывать то, что сзади? Но если вы хотите это подчеркнуть, естественно, то надо как-то смикшировать, условно написать. Тогда дробности не будет. Но мы все хотим зацепить. Мы идем в садик полить огород, стоят, я не знаю, 10 тапок. Мы же одни одеваем тапки. Не одни одели, а все остальные с собой, да, несем. Вот это дробность, когда их много, этих тапок. В одних мы ходим. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы это еще не сделали. Ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. В конце этого видео будет прямая ссылка на ролик «Натюрморт с розой и фруктами». Там процесс, как я писал эту работу. Посмотрите, пожалуйста. Ну, удачи!